Всем привет, дорогие друзья! И в моем гараже находится потрясающий экземпляр. Это Forester 2021 года. И пробег у него всего 15 тысяч. То есть это машина выходного дня. И нет, я ее не покупал. Просто мой подписчик обратился с тем, чтобы такую проблему попробовать решить. Как разбитое зеркало. Ну, даже не само зеркало. Зеркальный элемент не пострадал. Во время парковки, плохо освещенный паркинг, был удар. Конечно, немножко подсогнулась, но все равно треснула вот эта вот пластиковая часть. Ну, и, конечно, немножко треснула и крышка крашеная, которая сверху одевается. Ну, это все вот можно заменить, да, и здесь можно заменить. И так как машина практически новая, и каждый раз, приходя, ты видишь вот это вот разбитое, это сильно расстраивает владельца, и он говорит, может, попробуем починить, потому что этот элемент, после того, как он обратился к официальному дилеру, ему насчитали в 66 тысяч. То есть вот оно зеркало, оно будет ехать 3,5 месяца, наверное, может быть быстрее, по-разному может быть. И его заменят целиком. Да? То есть получается целый элемент 66 тысяч, при том, что он полностью рабочий, исправный, работает повторитель, работает обогрев зеркала, зеркало складывается, все как полагается. И как бы тратить столько денег на то, что вот, лопнула вот пластмасска, но она продолжает расстраивать. Подходя к такому автомобилю, на котором даже я вижу, даже паутинки царапины нет, ничего. В салоне все еще пахнет новым автомобилем. Еще загляну под капотку, оценим. Кстати, 2-литровый двигатель. Вот. И что мы хотим попробовать сделать? В этом видео мы, конечно, попробуем вместе, потому что я этого ни разу не делал. Снять зеркало. Тут ничего сложного, мы все покажем, да? Снять зеркальный элемент, да. Но в нашем случае мы так просто не отделаемся, потому что еще с времен школы мне вот наш физрук говорил: Перетягин, не ищи легких путей. Мы нашли на Алиэкспресс вот эту самую рамку, да? И, кстати, хоть она и приехала из Китая, на ней написано Made in Japan. Прям в гараже будем это дело снимать. Надеюсь, освещения будет достаточно, потому что долго мы договаривались, подписчик он стоит рядышком, но дождь проливной пошел в самый неподходящий момент. Вот. Поэтому наша задача будет полностью снять зеркало, заменить этот элемент и отправить обратно уже, поменять вот эту запчасть. Кстати, ее можно найти на Дроме, я думаю, может быть, где-то на Авито, как с какого-то донора, да, вот сняли, вот, в принципе, по цвету, потому что у них всех цвета одинаковые. И они идеально подойдут, и, в принципе, будет как будто новое зеркало. Вот. Поэтому тоже не дешевая штука оказалась, 5600 стоила, плюс быстрая доставка. Вот. Поэтому в этом видео мы будем показывать, как можно снять зеркальный элемент, полностью разобрать зеркало, либо снять его, может быть, вам потребуется когда-нибудь с двери, потому что такие зеркала, они у всех моделей, в принципе, одинаковые. То есть Форестеры, XV, Outback, они все вот сейчас вот перекочевали на дверь, на панель, для того, чтобы освободить вот этот треугольничек, стекло, чтобы лучше был обзор при повороте. Все, начнем. Пожелать нам удачи. На разных моделях разных годов может получиться так, что зеркало либо нужно поднять наверх, либо наоборот максимально опустить вниз, чтобы найти возможность добраться и отщелкнуть. То есть вот эти вот щеколдочки, которые внутри находятся. В данном случае они как раз вот снизу. Сейчас мы аккуратно попробуем, так как удар все-таки был, это отщелкнуть. Можно, конечно, погреть, попробовать феном, для того, чтобы лучше отщелкивание было. Все, благодаря вот такой вот замечательной приспособе отщелкнули мы зеркало. Только нужно это делать очень внимательно и аккуратно, потому что здесь находятся у нас контакты. Контакты, которые как раз отвечают за нагрев зеркала. Сейчас мы снимем один и тут же его пометим для себя, чтобы потом также его поставить. Может быть, конечно, разницы нет, но для себя мы так и сделаем. Так, все, я отцепил. Получается, этот у меня верхний,
нижний я заизолировал, чтобы знать, что он точно снизу пришел. Так, теперь нам надо будет отсюда посмотреть, что мы можем выкрутить, потому что здесь как раз находятся защелки, которые удерживают эту пластмасску декоративную. Вот они, раз, два, три, четыре. Возможно, где-то еще есть под самим вот этим механизмом. Возможно, придется сразу выкрутить. Продолжим разбор. Что найдем, тут же скажем. Только что раздался щелчок. Вот. Всего 2 клипсы я отодвинул. И вижу теперь, что она еще находится на одной нижней. Угу. Вон оно в чем дело. Здесь она тоже лопнула. Ну ладно, хорошо. Вот так. Жалко, конечно, что она пострадала. А пострадала, мне рассказали, только из-за того, что она отскочила и попала еще под колесо. То есть сами на нее и наехали. Так-то, в принципе, она бы, даже, наверное, не поцарапалась бы. И, кстати, смотри, вот этот усик был отломлен, потому что здесь его внутри нет. И внутри нет. Значит, он отломился до этого. Ну, ладно. Сейчас самое интересное. То есть, вот столько нужно будет разобрать, чтобы была возможность поменять повторитель. Потому что повторители, сейчас вот такие тоже на Алиэкспресс, они уже, такие светодиодные, которые вот плавно вот так вот перетекают, как лента такая вот, линия. Не просто моргают, а вот именно вот по нарастающей. Ну не отвалился, да? Этот нет, этот нет. То есть целый вот. Только вот здесь вот на самой крышке, получается, его нигде нету. Потому что мне сказали его менять. Менять? Возможно, они погорячились. Да, Возможно, да, в комплексе решили погорячились. процесс. Смотри на проводку. Вот они, видишь, черные провода, они как раз идут подогрев. Вот он у нас белый и зеленый, это повторитель. А дальше это у нас, значит, пошло на складывание и на моторчик. Моторчик сюда. 13 их, да? Да, который нам придется выкручивать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ну-ка еще раз. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Да. Это счастливое число, поэтому я вот полон уверенности, что нас ожидает положительный результат. Для того, чтобы добраться полностью до моторчика и снять его, для этого тут еще нужно снять вот эту пластиковую черную некрашенную детальку. Да? То есть она должна быть просто на клипсах. Вот сейчас вот я ее отщелкнул. Вот тут снизу еще осталась одна клипса вот прямо вот на моменте прокручивания с обратной стороны. Вот она на одной клипсе держится. Сейчас мы аккуратненько ее отщелкнем. Все. Да, вот они. Раз, два, три. Начинать нужно с внешней стороны и все, без проблем отщелкивается. Мицуба. Обалденно. 13, кстати, тоже, смотри, Е13. Везде знаки какие-то прям для меня. Так, и смотри, в руках у нас остался повторитель. Его можно как раз будет протереть, весь этот скотч убрать. Ну, возможно. Ну-ка. Нажав. Все. Он в полностью рабочем состоянии, никаких царапин я не вижу, трещин, но его можно оставить. Так, что еще держит вот этот? Ты смотри. Снимать не надо. Раз, все. Таким образом, мы даже не разбирали дверную панель. Я думал, что, возможно, придется полностью его снять. Ну, на самом деле, снять-то можно, да. Просто намного удобнее, когда вот ее придерживает дверь, да, и вот здесь вот проводить какие-то манипуляции. Если где-то вот там крутить, ну, будет туда-сюда по столу елозить. Вот. Наша запчасть. Просто берем. И ставим новую. Вот так. Пробуем. Главное, чтобы она подошла везде. Во всех крепежах.
магазин этот часть есть нарекание. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 болтиков всего. Ага. Вот. И это как бы просит оценку вот этой детали. Я тогда ссылку вам тоже кину, вы тогда в этот, как Да. в описании. Да, Где конечно. можно купить, Очень многие могут столкнуться с такой бедой. Да, И это особенно вот новичков касается и, наверное, женщин, когда вот чуть-чуть задевают вот эти все вещи. да, неприятная такая ситуация, но я, в принципе, приятно удивлен, что японцы сделали возможность, Касается, да. возможность такую, да. Официально мне сказали, что это глупость, то, что вот я показал, и это как-то, это, говорит, вы, говорит, не попадете. Говорит. Ну, я все-таки решил рискнуть. Ну, сейчас соберемся назад, чтобы не было... Вас долго мучил. Не было... Нет, я сразу был, в принципе, готов. Мне было интересно это. Главное, по времени совпасть. У меня же сейчас этот строительный процесс. Ну, да, я вижу, да. Да, и не только строительный. Они прям все что-то хотят. Так, единственный короткий болтик, он был отсюда. Так, еще один остался. Где же он был-то? Вот здесь вот. Здесь? Да. Здесь как раз вот этот отскочивший элемент. Вот он. Вот он. Здесь отскочивший элемент. Попробуем его приклеить обратно. У нас там суперклей есть? У меня есть тоже с собой. Да? Суперклей. Давайте. Все болтики прикрутились, кроме одного. Один должен быть здесь, на этом ушке, который, к сожалению, тоже отломилось при ударе, да, потому что вот он прям на углу. Да? Ушко вот пострадало. Но мы решили его просто вот приклеить. Сейчас сделаем и порядок поставим на место. Все, я склеил. Все с ним хорошо. Идеальный, практически новый. Сейчас поставим. Мне сказали, что, оказывается, есть новый такой же. Сказали уже после того, как я все склеил. Вот, кстати, его номерок. Да, и мы просто хотели проверить, как светит тот и тот, потому что не хотим, чтобы правый поворотник там, да, светился просто таким вот мерцанием, а другой вот плавно так переходил. Хотя они идентично, выглядят идентично, да. Ну, видно, что новенькие, да. Сейчас подключим, просто посмотрим. Угу. Из 6 шурупиков 5 из них длинненькие и только один короткий. Я сначала этого не заметил, потому что он был на ушке, которое обломилось. Именно он и держит как раз вот здесь вот это вот ушко, да, повторителя, имейте в виду. По-другому его не вкрутить, потому что просто недостаточно места. Повторитель мы будем использовать клееный. Вот так. Так, на свое посадочное место. О! Вот этот маленький шурупик. Порядок. Так. Перед тем, как все собирать, посмотрите, пожалуйста, подключим. Наверное, лучше всего было подключить с самого начала, прежде чем защелкивать. Да, потому что маловато места теперь для этого. Еще раз, да, снял для того, чтобы сразу одеть эту клемму. Вот, до щелчка. Потому что потом просто не хватает здесь места, очень все плотненько так вот, очень, как вот японцы любят, своими маленькими ручками все сделать. Вот. И теперь только после этого я защелкиваю. Вот она. И только после этого закручиваем единственный вот этот вот маленький короткий шурупик. Порядок. Все работает. Устанавливаем нижнюю крышку. Сейчас только протру ее. Тут скотч какой-то остался. Она целая, да? Да, она полностью целая. Ни одна усика не обломилась. Все, протерли, очистили. Собираем по обратной последовательности. Также начнем с угла и
защелкнем. Вот так вот, на всем остальном. Порядок? Порядок. Осталось только крышечку. Жалко, конечно, да? Да. Жалко, жалко. Крышечку. Скотч этот несчастный. Вот не пострадала бы она, вот, мне кажется, ну, считай, полностью мы исправили бы ситуацию. Ну так вот, ну, говорят, скоро приедет. Снять уже самостоятельно смогут. И, соответственно, будет, ну, практически новое зеркало. Сейчас пока так тоже протрем его, чтобы хоть какая-то красота была. Ну, с поломками там вот у этой Sunrise Group занимаются, вот имеется в виду вот такого типа, где там покорябало, еще что-то. Это на Ленинградском шоссе, на автозаводской этим не занимаются. Вот. И там вот этот, там Александр есть такой вот товарищ, да, он как бы сразу сказал, вот как это все, говорит, это говорит, не подлежит, говорит. Ну, Александр, вам привет. Все подлежит. Да, я всегда говорил, если японцы это собрали, значит мы сможем разобрать. Просто все зависит от желания. Теперь нам надо убедиться, что ну, китайская запчасть, сделана в Японии, попадет в наши все пазики и защелкнется. Все. У нас только одна защелка отломана, ну, наверное, когда упала, отскочила, потому что ее внутри не оказалось. Можно было бы тоже попытаться приклеить. Ну, как есть, так есть. Временно доехать обратно в Москву. Или Московская область у вас, или сама Москва? Москва. Москва. С Москвы человек приехал только для того, чтобы, ну, попробовать исправить то, что каждый вечер расстраивало. Так. Пазики туда разошли. Нет, не очень. А если мы снизу попробуем? Ну-ка, сейчас просто для сравнения. А где это разбитая? Ну, в принципе, должна. Что еще можно попробовать? Можно попробовать не до конца защелкивать нижнюю. Мы же разбирали ее поэтапно. И защелкнуть потом попытаться все вместе. Сразу показать. Сразу защелкнул нижнюю часть. Я увидел, когда разбирал, да, так как она, часть была сломанная, да, я не увидел сразу, как оно было вместе. И когда нижнюю часть мы устанавливаем, то здесь оказывается, что вот этот выступ, это не просто ограничитель, да, как кажется, а это еще для этого усика как бы паз. То есть чуть-чуть можно вот эту клипсу оттянуть, запустить вот этот паз под него. Самое главное, чтобы он вот вниз прошел. Вот, все, он на своем позиции. На своем позиции. Дальше просто попасть остальным элементам. Вот. Жалко, что вот это сломанное. Вот. Щелчок. И теперь только после этого вот это закрываем. Все. Вот он. Очень важный момент. Видишь? Правильно сделали. Оно перепуталось. Теперь получается то, что я пометил себе, сверху стало. Я, ну, может быть, никакой разницы не было. Плюс-минус, может, там, не знаю. Но на всякий случай, вот. То, что я сделал, не просто так. Снимаем. Это у нас была нижняя часть. Устанавливаем. Щелчок. Еще один щелчок. Есть. Так. И попасть на свои позиции до щелчка. Ну, слушай, он у себя, да. Теперь проверять, что все работает. И у нас еще замена маслица.
Ну, зеркало поворачивается. Зеркало моргает. Так, а как оно будет складываться? Ну, слушай, складывается. Можно считать, что наша работа удачная. Все, с зеркалом мы закончили. И, ну, так скажем, на дорожку поменяем маслице. И что меня удивило, что человек даже привез свой собственный шприц. Помните, однажды в одном видео я говорил, что использую всегда его для того, чтобы можно было откачать все остатки с днища, ну да, то есть с поддона, где собирается самая грязь. Давайте сейчас как раз и посмотрим, какая грязь там собралась. Потому что я так понимаю, что здесь меняет масло чуть ли не 2 раза в год, на пробеге там 3-4 тысячи километров. И, кстати, куплено, ну, наверное, оригинальное масло, потому что сказано, что даже проверили. Вот по всем вот этим вот циферкам там что-то совпало. Вот год назад покупалось, может быть, все еще оригинальное. Зальем, ездить будет. Кстати, впервые вижу, прям отличная такая защита, алюминиевая, из 2 частей состоит. Получается, защита, ну, просто вообще здорово придумана. И самое главное, чтобы ее каждый раз не снимать, лючок пластмассовый. Сейчас открутим здесь, наверное, снимем часть, и написано turn, повернуть. И там за ним будет как раз наша сливная пробка. Этим мы займемся. Ну, защита классная. Оригинальная. Вот, кстати, номерок. Понеслась. Вот, кстати, хотели посмотреть до 5000 километров пробега масло чернее черного. Вообще японцы, я вот сколько смотрел, вот именно японский канал, они говорят, что регламент у японских машин Mazda, Mitsubishi, Subaru до 5000. Не 7,5, не 10 и точно не 15. Вот так вот. Все. Там уже, наверное, непонятная жидкость какая-то. А что, у меня света нету? Ну а теперь постараемся выкачать все остатки. Вот сейчас там только капает по чуть-чуть. И посмотрим, сколько еще осталось там, где вот несливаемый остаток. Вот смотри. Когда экспресс-замена масла идет, вот это уже никто не меняет. То есть получается здесь, ну, сколько здесь? 160 миллилитров, да? Ну, где-то 140. 140 еще сейчас я еще постараюсь выкачать. Ну, в общем, 150 миллилитров старого грязного черного масла все еще остается здесь. Вряд ли кто будет так делать. На сервисе. Больше 5 литров, где-то 5,2. Все, замена прошла, залили масло. Посмотрели, только мне немножко как-то смутило то, что в мануале написано, что нужно залить 4,4 литра масла, а слилось 5,2. Мы залили 4,8, как вот написано у нас на форумах. Давай. И, кстати, показал максимум. Запускать. Хорошо работает. Все, выезжаем.
подвески очень приятные, просто. Первый. И припарковался. Крест. Ну, конечно. Считай новая машина. А подогрев руля у них полностью или только частично? А, только верхняя часть, да? Зона охвата. Супер. Ну, честно говоря, я даже не чувствую, что здесь 2 литра. Очень нерезко. А что? Подрулевых лепестков нету. На все комплектации были только... А это, она же не полная, это там третья снизу, это комплектация. То есть вот здесь вот кожаные пошли сиденья. Да, это вот там вообще бедно. Ну, сын сказал, чтобы не переплачивать соотношение цена-качество вот этой вот машины. Нет, очень приятно. Это мелочи все. А шумоизоляцию дополнительно не делали? Делали. Делали? Да, но Потому она что я не надо. заметил, что прям бабки Ну, как-то... вы когда вскрывали этот как его, капот, вот это вот как бы сделали вот там шумоизоляцию, еще где-то сделали. Ну так, не полностью. Тоже А двери? Двери не делали. Двери вот сделаете, вообще не будет шума. Потому что вот из-под колес передних как раз вот вибрации Вот все и передаются слышно, сюда, да. И музыка станет сразу более такой насыщенной. Очень приятно. Вот эти изгибы более такие брутальные, да? Ну, Ага. видимость хорошая. Вообще. И внутри машины ты не чувствуешь, что она как-то меньше, чем ЛБ. Нет, не чувствуешь. Только по габаритам, если их прям сравнивать. Багажник, может, конечно, чуть меньше, но сидеть очень комфортно. Я... Что 4-е поколение Forester это, да, тестировал. Мне он понравился. И вообще у нас был первый Forester. Американец 2000 года, 2001. Тоже был шикарный. Ну, у них у всех в самом начале была проблема с задним рядом. Казалось, что там должны были ездить только дети. Там на коленном почти мест не было. Сейчас вроде нормально. Тебе как там? Хорошо. Ничего, нормально. Коленочки не упираются? Не. А датчики вот эти колес, когда меняете? Значит, да, поставил китайский и показывает нормально. Значит, оригинал 12 тысяч, я за 400 рублей купил. Поставил, заработал, все нормально, никаких вопросов. Никак не обучали, там ничего. Ничего не такого? обучил. Ну, Не, мне парень подошел, что-то он сделал своим этим, как его, сканером. А, ну значит он нам прописал. их. Да, прописал, да. И все, и на шиномонтаже я просто сказал, давайте поменяем, все, скрутили, поставили. Проехал буквально 500 метров, он сразу же заработал. Ну, вообще отлично работает. Коробка идеально. Разгон. Конечно, на Форестерах вот люк это и гордость. Он у них огромный. А вот не может таким похвастаться. У него слишком большая крыша, наверное, страдает жесткость кузова. Да, ну в этих у 2.0 нету, говорю. И у 2.0 диски 17, а вот уже у движка 2.5 идут 18. По ощущениям прям такая вот собранная машина, прям такой сбитый кабачок такой. Нету расхлябанности. На Тойоте едешь, немножко как-то вот ерзаешь. Но вы самостоятельно поменяете пластинку, когда приедете? Да я как это решу я уже этот вопрос. Тут самое главное, я же говорю, что никто не брался. Ну, честно говоря, вы так прямо все расписывали, так все страшно, там все разбирать придется. Нет, ну меня, во-первых, напугал этот мастер и все остальное. Он сказал, да я не стал заморачиваться, типа взял это как и поменял зеркало. Я говорю, ну у меня все рабочее, говорю.
говорю, все это дело? Он говорит, я, говорит, ты знаешь, говорит, можно это, говорит, сделать, вот он в Подмосковье живет, Мгм. с кем я переписываюсь. Мгм. Но, говорит, это, говорит, ну, типа, где-то Проблемы? через месяц все, а у меня уже с вами разговор был, Ага. я уже как бы назад не отходил, все, и я знал, что вам это интересно чисто вот профессионально в том плане, видео снять и Да. все остальное. Поэтому я вот Да. ждал, когда вы это вот мне скажете там, да, как получится. Да, я, честно говоря, получил огромное удовольствие. Ну, Понимаете, отлично. Потому что... Я давно хотел с вами познакомиться. Я Да, тоже. да, Потому что мне очень часто, на самом деле, пишут разные люди, и они обращаются ко мне как к другу, потому что, наверное, видят меня не первый год. у вас подход очень качественный. Нету таких видео, которые все есть вот эпатажные, которые вот навязывают мнение там вот свое. Не всегда как бы объективное, а вы с инженерной точки зрения все показываете. Это первый момент. А второй, вы сами все позитивный человек, поэтому все нормально получается. Да, но я просто иногда не знаю, как себя вести, когда ко мне на улице подходит и говорят, Сергей, вот мы смотрим вас, да, привет, и улыбаешься, да, здороваешься, а сам думаешь, ну, я же там какой-нибудь Стэнли Кубрик, поэтому не знаю даже, как себя вести в этом Да плане. нет, дело в том, что когда человек с любовью делает дело, это сразу видно. Понравился мне ваш автомобиль. Вот. Надумайте продавать, пацан подрастет. Конечно, то, что сделали на некоторые эти цены космические, это... Ну никуда я не вот годится. вы видео у вас было с Эмиратов. Мгм. У меня сын там жил достаточно долго, и я как бы в салон Суваровский заходил. Я заходил, сейчас скажу, в том году и пересчитывал, сколько он там у них стоит на наши деньги. Он стоил ровно столько, сколько я его покупал в 2021 году у нас. То есть там 3 с чем-то, 350. Так. Вот этот автомобиль, да, он 3 миллиона 150 стоит. Мгм. Со всеми доработками, со всеми на свете, все это уже как бы финишная такая цена. А без доработок он там где-то на 1300 дешевле. Но они накручивали тогда, я не знаю как сейчас, но там на 300-350 тысяч они всегда доработки накручивали. Вы имеете в виду доп. Услуги, да? Да. Без них, да. Нет. Понятно. Ну да, зарабатывать хотят, поэтому... Ну, понятно, что да, у них двойной ценник на этих все вещи. Быстро стемнело, аккумулятор разрядился, не смог сразу показать, поэтому все равно расскажу. Для того, чтобы полностью снять зеркало, если когда-нибудь потребуется, допустим, не будете вы разбирать там ничего, да, раскололось, разбилось и полностью хотите поменять, ну, либо на новое, либо, может быть, какое-то с донора сняли, да. Два самореза, как правило. Вот здесь вот в ручке, вот она, да, защелочку мы убираем, там саморезик. И саморез получается, ну, шурупик, прямо вот здесь. Очень часто и здесь еще бывает как бы заглушка такая. То есть, если смотрите, там самореза нет, то есть заглушку надо сначала отщелкнуть, и под ним он как раз окажется. После этого отщелкиваем клипсы. Часто кто-то там пытается вот отсюда их отщелкнуть. Нет, так не надо делать. Вот снизу, получается, ну, в данном случае у меня низ справа, да? Отсюда отщелкиваем. После этого дверь, она как на рельсу садится, да? Ее просто вверх приподнять, все. Потому что отсюда не оторвать. Она именно садится на рельсу, если так можно сказать. После этого можно даже саму панель не снимать, просто приспустить ее, не откручивая никакие тросики. Все, что нужно сделать, это отсоединить. Здесь сверху находится клемма. Клемма, которая как раз и подходит. Электромоторчик, обогревы и все остальное, она вот здесь. То есть отсоединили клемму, и дальше нужно будет только открутить. И имейте в виду, если зеркало находится на панели двери, то там 3 болта. 2 видно сразу, они получаются в отверстии. Ну, возможно, придется вот эту вот пленочку такую открутить, да, ну, снять ее, обрезать или временно отодвинуть. Но также еще там отверстие есть, прямоугольное такое. Там 2 болта. А еще 3-й болт, он держится, ну, ближе сюда. Маленькое такое отверстие, кругленькое для него. И нужно быть очень аккуратным, либо взять какую-нибудь магнитную биту, открутить, потому что если вдруг болтик упадет, придется, ну, всю гидроизоляцию снимать для того, чтобы его там найти.
и искать магнитиком там что-то крутить. Имейте в виду, на 3 болтах, не так, как на 2, которые раньше крепились вот в этом треугольничке. Что до меня, так я правду сказал, вот получил большое удовольствие, поработал с таким замечательным автомобилем, Форестер мне всегда нравился, он даже может быть где-то более универсальный, чем даже Outback. Почему? Потому что у него меньше свесы, колесная база уже, он, может быть, даже лучше проходимей, да, чем Outback, даже несмотря на то, что он приподнят. Вот. Ну, по городу он также, он компактный, юркий. Вот сейчас прокатился, очень мне понравился. Класс. Зачетная тачка. Даже с двигателем 2 литра я не почувствовал себя как-то ущербно. Поэтому, если это видео было кому-то полезным и познавательным, с вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока.